Ну, я, пожалуй... Ты! Это же опять ты! Ха! Да как у тебя наглости хватает так заявляться сюда? Абди, убей его! О, черт возьми, да. Ваши комментарии оказались правдой. Бурис — золотая маска. Вновь подтвержденная и официальная информация. Вот почему клетка с Синдбадом была не заперта. И вот почему Тоев и Тун можно победить. Потому что среди них есть наши. Да, я все равно доверяю Бурису и верю, что он наш. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы обязаны найти Буриса. Это точно. Представляете, я только к этому видео понял, что мы не видели Буриса уже более 6 серий. Это рекорд за весь сезон. И теперь, как бы зная, что он живет 2 жизни и как минимум пытается не спалиться в Тоев и Туне, нам нужно как-то найти Буриса, не привлекая лишнего внимания. Но как это сделать, если за нами уже охота? Черт. Никак получается. О, и кстати, насчет охоты. Напомню, что в конце предыдущей серии Лейла, которая приютила нас, говорила с Тоев и Тунцами, черт возьми. Да, возможно, ее просто допрашивали, а возможно, она действительно та самая Лейла из записки, дающая указания даже серебрянолицым. То есть мы как минимум понимаем, что Лейла из записки является минимум золотой маской, иначе бы она не давала такие указания. Да, кстати, меня не палят, я в одежде Зарифа, все нормально. Пойдем проверим, Лейла все еще стоит? Лейла уже не стоит, хорошо. Так. Что? Так. О май гад! Нет, нет, нет! Разыскивается Синдбад, разыскивается Сдерик. Так, подожди, если... О, черт. Да ладно. Я просто так смотрю на этот плакат, ребята, я не он. Я не он, это точно. Так, погоди, а есть еще какие-нибудь? Вижу. Так, погоди, кто там? О боже, даже Акетра, вы тоже в шоке, ребята, да? Аж засосаться решили, ребят, давайте я помогу вам. Ну а домой-то мы можем зайти? Попробуем. Да, привет. Не знаю, Сдерик. Я так волнуюсь. Просто я сердцем чувствую, что что-то случилось, понимаешь? Эй, тише, Хануф, успокойся. Все будет хорошо. Не переживай ты так. Ты же знаешь, на что наш Абди способен. Да разве даст он себя в обиду-то, а? Но ведь по всему курорту ходят солдаты Амара. Что, если он попался? Ну, что тогда? Тогда мы его спасем. Но, знаешь, Хануф, я сомневаюсь, что Абди понадобится наша помощь. Эй, Лолошка, что случилось с Абди? Ты последний его видел. Окей, нашли крайнего. Так, погоди, а чё было с Абди? Он мне рассказал про Буриса, и потом он пошел на рынок. Да, он же на рынок пошел. Ищем вариант про рынок. Хануф. Скорее всего, он попался страже. Против них он вряд ли смог бы долго выстоять. Надо срочно его спасать. Я боюсь, что он мог передумать и вернуться к Дани. Тогда в опасности не он, а мы. Хануф. Абди был довольно взволнован после нашего разговора. Может быть, он решил побыть один? Вот, точно, Лолошка. Он же, как и я, да? Он очень любит побыть один и все тут, ну, просто когда сильно переживает. Вот помните, он после поездки на Шахтерские пару дней вообще из комнаты не выходил. Все будет Нет, Сдерик, перестань. Чего же он тогда в этот раз в комнате не заперся? Почему решил не возвращаться домой? Тем более, он должен был принести покупки. Блин. Ну, ладно, это действительно не похоже на него. Абди бы никогда просто так не слушался приказа. Черт. Что же с ним случилось? Что? Слушайте, ребят, я уверен, с ним все нормально. Так, может быть, с кем-то можно еще поговорить? Сдерик? Нет. Хануф? Нет. Кстати, а проверим Лейлу. Лейла? О. Стоп. Так, а ты... А давай поговорим, кстати. Ой, сейчас, подожди. Привет. Знаешь, что-то ты так часто ко мне начинаешь заглядывать, что я начинаю думать, что ты втюрился в меня. Ты чего?
Это ж просто шутка, не волнуйся. Я вчера видел вас в компании с людьми в масках. Не смешные у вас шуточки. Ой, простите, я просто действительно очарован вашей красотой. Я вчера видел вас в компании с людьми в масках. Что вы на это скажете? Да, чего? А, эти белолицые, что ли? Поняла. Подруга сейчас сдает им свой дом. Она уехала в Нарфанис по делам. Так что я согласилась побыть домоправительницей. Вот так вот, а. Это очень хорошо, что у твоей госпожи есть такой ретивый раб, как Абди. У меня бы хара через кожу полезла, если бы мне пришлось сразу 2 дома убирать. Ой, блин, слушай, только не говори своей госпоже, что я такое сказала. Ладно. И, кстати, еще кое-что. Если встретишь Джамиля, передай ему, чтобы зашел ко мне, хорошо? Все-таки семья, столько времени не виделись. А сейчас я его не видела с момента, как вы приехали. Представляешь? Я им очень горжусь, знаешь ли. Устроился в Нарфанисе. Работает не кем-нибудь, а барменом. Это ого-го, какой ум надо иметь, чтобы общаться со всякими разными пьяными хандзирами. Так, ну ладно, что-то я заговорилась. Все, иди. Если вопросов больше нет. Угу. О, есть, оказывается. Лейла, а где находится дом вашей подруги? А вы знаете, что это за белолицые поселились в доме вашей подруги? Хорошего дня, Лейла. Джамилю обязательно передам. Она стояла у дома, который был прямо на карте, да? Господи, ничего не видно? Господи, мне нужен свет, срочно. Факел убираем. Вот, смотрите, крестик, он находится посередине, и если вот так вот влево чуть-чуть посмотреть, то вот он, фиолетовый шатер. Может быть, она сдавала именно этот дом? Давайте как раз спросим. Лейла, а где находится дом вашей подруги? Так, господи, парень, чё ж ты так прицепился-то к ним, а? Не больные они ничем, я уточняла, не переживай. Ой, говорят, прибыли по какому-то там важному делу. Да и вообще, мало ли причин людям не хотеть лицами светить, а? Ладно, парень, не знаю, зачем тебе это, но живут они в доме сразу за сувенирной лавкой. У него еще такой фонарь над входом висит. А теперь все, иди отсюда, не отвлекай. Ладно, спасибо. Слушайте, она рассказывает все так, как будто она реально, никакая не золотая маска и вообще про туефетунцев слышит впервые. Слушай, Лейла, а то, что вот такие вот плакаты висят, тебя это никак не смущает? Ты не выходила из дома еще, да? Кстати, а у меня вопрос. Абди разыскивается? Просто я сейчас увидел Синбада, я увидел Акетру, Сдерика, себя. А Абди? О, спасибо, Скоробей. Хоть один плакатик с Абди. Я хочу на это посмотреть. Пожалуйста. Так, может быть здесь? Нет. О, фонарь! Погоди, а как она сказала? О, господи, как она сказала? Сразу за сувенирной лавкой там еще фонарь висит. Сразу за сувенирной лавкой. Сувенирная лавка вполне реально это вот это. Продавец сувениров, да, здравствуйте. Глобус цвета сепии, коробочка, письмо в бутылке. Так, короче, где-то какой-то фонарь. Опа, разыскивается Акетра, Сдерик. Короче, Абди не разыскивается. И вполне реально то, что вот этот дом, да? Потому что он прям такой одиночный, с такой прикольной дверью, с таким фонарем. Ну-ка, попробуем зайти. Нет, не получается. Либо это все-таки не та дверь, либо потом по сюжету мы сможем зайти. Давайте, наверное, попробуем, кстати, кого-то еще найти. Например, Синдбада или Акетру. А еще Лейла сказала передать Джамилю, чтобы они увиделись. Джамиль! Давно тебя не видели, ты где? Ну или на крайняк хотя бы Акетра. Кто это? Что? Опять пришел трогать меня без спроса, да? Нет? Ох, как вспоминаю. Как тебе вообще могло такое в голову прийти, а? Я из-за этого всю ночь не спала. Волновалась, что ты можешь снова что-то учудить. Из-за этого, из-за того, что Абди так и не вернулся вчера с рынка. Лолошка, нам нужно пойти его искать. Только выйди, мне нужно переодеться. Ладно, понял. Что мне, просто подождать? Стоит. Что, мне прям выйти на первый этаж надо или как? Привет, ребят. Как у вас дела? Все так же? О! Слышу. О, Акетра переоделась. Вы сегодня восхитительно одеты. Так, девочки, мальчики, собрались. Все сюда. Сейчас, леди, сейчас. Да, леди Акетра? Да, леди. Фу. Итак, ребята, поскольку Абди до сих пор не вернулся, вынуждена заключить, что он попал в беду. Я знаю, Сдерик, что ты злишься на него. И, возможно, даже считаешь предателем, но... Не, леди, вы чего? Я на самом деле много думал и понял, что тогда был слишком категоричен.
Мы должны найти Абди, вы правы. О, вот и замечательно. Рада, что ты так думаешь, Дерек. Потому что я полностью с тобой согласна. Вот и все. О, Что-то. ну, наконец-то, наконец-то. Безопасность, закройся. О, привет, Синдбад? ребята. Слушайте, у меня новости. Дана схватила Абди. Нет. Стоп, что? Дана? Она здесь, на курорте? Ну да, иначе как бы она схватила. Прибыла пару дней назад, как я понял. Причем, она действует очень скрытно. У меня даже создалось впечатление, что она, как бы... Ну же, Синдбад, говорите. Не молчите, пожалуйста. Ну, так вот, ладно. У меня, короче, создалось впечатление, что она скрывает свое присутствие не только от нас. А, чего? О чем это ты говоришь, Синдбад? Как ты вообще про Дану-то узнал? Не, вот это неловкая для меня история. Я не хочу об этом говорить. Синдбад, бога ради! Да, ну ладно, расскажу. Да, господи, ну как же вы это делаете-то? Опа. А, это когда мы с ним встретились? Еще в конце предыдущей серии, да? Или что? Да, это мы, короче, с ним встретились. Ага. В общем, вечером, после того, как я ушел от вас, я захотел немного прогуляться и предаться своими мыслями о атмосфере. Синдбад, ты сейчас серьезно? Да, дамочка, не перебивайте, пожалуйста. Ну, короче, шел я, значит, любовался прекрасной луной и звездами. Настроение было романтическое. Как вдруг бам, поскользнулся на чем-то ужасно неприятном. Да, представляете, я поскользнулся на верблюжьей хоре. И не просто упал в нее. Я весь вымазался. Хорошая, добрая история. Так. Ну так вот, грязный и вонючий я выглядел как выброшенный на улицу Абд. Я очень сильно ударился еще при этом, да, блин, долго не мог встать. В конце концов решил, что все, так и умру прям там на улице. Сидел, значит, вонючий, с больной задницей, проклинал за всю мусфиру. А потом я почувствовал знакомый запах. Я этот запах смог различить даже сквозь вонь верблюжьего навоза. Уж я-то в этом спец, не сомневайтесь. Сено и яблоки. Да. Она не обратила на меня внимания, потому что... Да никто бы не обратил внимания на тот момент. Я, если что, не все слышал. Она говорила... Короче, я четко разобрал, что... Как там было? Я должна быть уверена, что никто из братства не знает, что я здесь. Вот так вот. Они не должны узнать о Розе. Вот. Я не видел человека, с которым она говорила, но он отчаянно кивал на каждую фразу. Видимо, это был какой-то там ее верный слуга или что-то типа того. Вот. Представляете, в какой-то момент мне даже показалось, что она меня заметила. Хотя я даже... Ребята, я даже старался дышать через раз, прикиньте. В общем, Дана отвлеклась на меня, потеряла бдительность, вышла на середину улицы. И в этот момент Абди ее увидел. Они примерно одновременно тогда заорали. Абди кричал что-то типа «Только не это, только не это!» А Дана кричала «Абди, Абди, стой на месте, паршивец, стой на месте!» Она в несколько прыжков оказалась рядом с ним, как настоящая хищница, ох. Я разве что моргнуть тогда успел, представьте. А потом она сказала слуге проверить вонючего нищего на другой стороне улицы. И я позорно уполз, вот, пока была возможность. Я хотел ему помочь, да, я правда хотел ему помочь. Но что же я мог сделать-то в таком состоянии, сами подумайте. Я считаю, что верблюдам нужно запретить раскидывать свои дела где ни попадя. Вот что я решил. Ну ладно, понятно. Слушай, Синдбад, скажи самое главное. Ты видел, куда Дана его увела? Да вы чё, серьезно, леди? Я себя спасал в тот момент. Мне там точно было не до этого. Не-не-не-не-не. Угу. И то есть ты пришел рассказать об этом только сейчас? Но как же вы себе представляете-то? Чтобы я заявился весь перемазанный и вонючий? Взгляните в мои честные сонные глаза. Всю ночь отмывался и стирал одежду. Потом, конечно, ненадолго прикорнул, там, ненадолго. И... Бога ради, Синдбад! Ну, а что? А что, Синдбад-то? Разве вы называете паршивцем того, кого собираетесь убить? Не думаю, что Дана собиралась его убить. Вот. Слушайте, ребят, извините, что встреваю. Вообще, если вспоминать все то, что Абди говорил, когда мы еще на Зеленом континенте жили, это именно то, чего Абди ждет. Он же постоянно говорил, что ему нельзя в Нар, потому что его там убьют. А ведь и правда.
Теперь понятно, почему на самом деле Бурис высадил Абди, когда мы, помните, плыли на Гизиру. Ох. И где же нам теперь искать Абдит, а? Так, может быть в доме, где хранится огонь, который с крестиком, нет? Так, разделимся и обыщем весь город. Абди рассказал мне, где Дана прячет черную розу. Наверняка они там. Я знаю, где прямо сейчас живут члены братства. Может быть, проверим там? Слушай, а у нас реально два пути. То есть, у нас есть Лейла, которая сдала, получается, виллу своей подруги Тойф и Тунсом. И в то же время есть какой-то домик с перекрестием. Черт! Блин, да это прям детектив какой-то, а я даже не знаю, что нажать. Ну, вообще, наверное, Дана это такой человек, который не будет жить с другими. Поэтому, наверное, она будет там, где черная роза. Давай все-таки я выберу вот это. Роза? Так а чего ж ты молчал-то все это время, Лолошка? Веди давай! Эй, стой, куда? Куда веди? Вы что, с ума сошли, что ли? Вы что, серьезно не видели, что по всему курорту висят наши портреты? Что? Нет? Да ты, блин. Ну, что я могу тогда вам сказать? Нас всех ищут! И идти такой толпой ни в коем случае нельзя. Я бы на вашем месте вообще готовился удочки сматывать отсюда. Во всяком случае... Я после появления здесь такого количества солдат Амара оставаться тут не планирую. О, вот оно как. И куда же ты направишься дальше, картограф? Да, не знаю. Может быть, на мыс Хэтентеп порвану, может быть, в Лазатеповый пролив. Я ж всегда так, иду туда, куда ветер дует. Поняла. То есть помогать нам вызволять Абди ты не планируешь, правильно? Так, а чё ж, в смысле нет? Я вот же пришел вам все это рассказать. Драться я не умею, местности этой толком не знаю, так как, ну, лечился, вот, а не карты составлял. Но если наши пути снова пересекутся, я буду очень рад. Вот так вот-то. Что ж, ну иди. И не путайся под ногами. У нас много дел. Да, ладно уж, Синдбад. Что я могу тебе сказать, раз ты уходишь? Удачи тебе. Да, Здарик, да. Спасибо. Слушай, Лолошка, помни мои слова, дружище, которые ты слышал. Однажды забыв, можешь и не вспомнить. Что? Подожди, чего? О чем ты? Вот он и действительно ушел. Что ж, Лолошка, давай, веди нас к убежищу Даны. Так, ну вообще это не так уж и сложно, учитывая, что у меня крестик. Или подожди. Думаю, будет лучше, если мы пойдем с вами вдвоем, госпожа. Думаю, будет лучше, если мы пойдем со Сдериком вдвоем, госпожа. Думаю, будет лучше, если я пойду один, госпожа. Если мне на что-то намекал сюжет, то, честно говоря, я не понимаю, кого бы мне выбрать. Я один, наверное, могу сходить. Что? Ни в коем случае. Мы не можем отпустить тебя одного. Одно дело, когда ты ныряешь за луком под воду. Там-то мы точно ничем не могли помочь. Но если... Эй, госпожа, а чем мы можем помочь здесь? Госпожа, вы же понимаете, что Синдбад и Лолошка правы. И как бы мое сердце не волновалось за нашего Абди, я понимаю, что и вы, и Сдерик для Лолошки будете скорее... обузой. Пожалуйста, леди, помогите лучше мне собрать вещи здесь. У нас, конечно, мало что осталось, но мы должны быть готовы двинуться в путь, раз уж нас ищут. Ладно. Хорошо, Хануф. А ты, Сдерик, займись обедом. Ладно, сейчас. Ну ты славно. А ты, Лолошка, прошу тебя, просто будь осторожен. Идем, дорогая. Посмотрим, что у нас осталось. На самом деле, я думаю, что я правильно сделал, что пойду один. Потому что если я пойду со Сдериком, ну, чем он мне может помочь? Не знаю, курицу в рот запихает. А Кетра, конечно, крутая. У нее там всякие примочки в рукаве, типа кинжал, лезвие, она знает карате и так далее. Но как будто бы, раз уж у меня есть клык Роноса, и я в таком вот костюме, который не палится, как будто бы да, я более чем неуязвим. Я сделаю все возможное, леди Кетра. Короче, давайте думать, догадать, куда бы нам бежать. Я так понимаю, то, что вот крестик находится с уровнем фиолетового шатра. То есть это вот здесь. Получается, нам нужно вот это место, но как я туда переберусь, непонятно. Сюда зайти я также не могу. Может быть, реально обойти и не париться? И тут можно обойти, кстати. Здрасте. Это было куда проще, чем я думал. Заброшенный дом. Ну-ка. Так. Ух ты ж, бляха. Это уже смахивает на какой-то хоррор. Броня какая-то. О, черт! О, черт! О, черт! Гребаные зыбучие пески! Черт возьми! Нет.
Тихо, 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 тихо. Долбаные ловушки, ты погляди, а? Но благо то, что это что-то внесюжетное, да? То есть я могу отсюда выбраться. Я же могу это поломать? Все, все, все. Бамбуковые шипы. С собой заберем, все будет нормально. О, надеюсь, меня никто не наругает за вот эти выломанные полы. Все, тогда обходим как-нибудь здесь. Супер, аккуратней. А! О, боже, бога ради, бляха! Тихо, тихо, тихо! Так, тут что это? Тут что-то как будто пройти можно. А, это как раз-таки тут ловушка. Очень аккуратненько. У стрелы, кстати, стрелы можно подобрать. Отравление 2-го уровня. Тихо. Да, она же получается здесь. Я правильно понимаю? Тут вообще кто-то есть? Ловушки тут как бы для кого расставлены? Я в итоге что? Абди ищу, Розу ищу или Дану ищу? Настолько все запутано стало. Но тут ничего нет. Так. Ну, я, пожалуй... Ты! Это же опять ты! Ха! Да как у тебя наглости хватает так заявляться сюда? Никогда бы не подумала, что Абд может быть таким бесстрашным. Кроме, конечно, тех, что служат мне. Абди, убей его! Нет, госпожа, умоляю, не надо. Что ты сейчас сказал? Я имел в виду, этот Абдон, он может вам еще пригодиться. Он же выкрал клык Роноса, ваш клык. Ну уж нет. От этого я хочу прикончить его еще сильнее. А клык, так и быть, я найду сама. Ладно уж, Абди, я поняла тебя. Крыса, займись им. О, нет! Что? Мать, что? Бляха! Тихо, тихо! Так, я понял. Ну, у меня вообще клык Роноса. Ай, 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 понял. Ладно, близко нельзя. Близко нельзя. Все нормально. Ай, ой, ой, а как ходить-то по этой зараженной территории? Так, давайте вот так вот аккуратненько. Ну, давай. Давай. Понял, понял, через стены бьешь? Тогда я лучше к тебе. Лучше пусть он будет бегать за мной, потому что тогда он будет как-то, не знаю, замахиваться, и я смогу... Во, уворачиваться. Что это, господи, неужели гейзерский яд настолько жесткий? Это вообще что за меч у тебя? 300 хп, обалдеть! Нормально. Тихо, вот так отходим. Чё ж ты меня в спину-то не ударишь? Смотри, как она смотрит. Она с интересом наблюдает за мной. Она с жестким интересом наблюдает за этой битвой. Ей это прям в кайф. Черт возьми, как долго этот яд держится-то? А, еще эта долбаная выносливость постоянно тратится. Слушайте, а я сейчас умру. Так, постой там. У меня тут дискуссия, кушать или не кушать. Знаешь, я выбрал покушать. Вот. Подожди еще немножко сейчас. Черт, я из-за этой долбаной сытости, из-за этой... 3 минуты! Короче, я из-за этой долбаной сытости не могу нормально кушать, потому что голод тратится очень долго. Вперед! 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 Остается меньше половины. Все, мы не отравляемся. Сейчас обязательно кушаем, потому что сытость снова потратится. Как же клево то, что тут столько мини-боссов со своими эксклюзивными атаками. Но тем не менее, прощай. Не получилось. Что ж, я бы расправилась с тобой сама, но сейчас у меня нет времени этим заниматься. Вот это тебе никогда не достанется. Ты понял меня? Удачно вам тут сдохнуть, мальчики. Что? Эй, что происходит? Абди! Абди, бога ради! Абди! Абди, как? Что-нибудь! Абди! Что происходит? Ай! Мне уже больно. Черт! 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 Бляха-муха! Абди! Бога ради, нет! Неужели я никак не могу тебя поднять? Неужели ты... Могу! Все, окей. Я думал, то, что ему суждено умереть здесь. Абди, 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 все будет хорошо, все будет хорошо. Выбегаем. Выбегаем. Как я Абди прям. Валим. Абди. Эй. Абди. Все хорошо. Так, давай его попробуем положить. О, все. Абди. Эй. Все, я больше не могу по нему нажимать. Пожалуйста! Проклятая Дана! Ложка, клянусь, я смогу. Я убью ее!
Так, тихо, Абди, как ты себя чувствуешь? Что было в той шкатулке, которую Дана мне показывала? Это, видимо, та самая роза была, да? Перестань, Абди. Я видел, ты был готов напасть на меня по ее приказу. Кстати, я тоже это заметил. Я не нажму это, но я это заметил. Типа, Абди реально такой думал, что делать мне? В общем, он не решается убить Дану, но при этом он вполне себе, такое ощущение, мог на меня напасть, потому что Абди еще не до конца обладает своей волей. Фух, ладно. Что было в той шкатулке, которую Дана мне показывала? А вы-то как думаете, Лолошка? Черная роза, конечно же. И нам лучше поскорее убраться отсюда, потому что очень скоро госпожа Дана поймет. Так. Потому что я у нее кое-что украл. Что? Это роза! Госпожа Дана много лет тренировала во мне устойчивость к разным ядам. Наверное, только поэтому я сейчас живой. Стоп. А как вам удалось выбраться? Да еще и меня вынести. Вы точно были избраны к Нефмтити, не иначе. О, ладно, я вроде бы в порядке. Может быть, давайте скорее домой? Да, окей. Подожди, ты выкрал! Что? Подожди, то есть, а как тогда там все в яде было? Она не активировала розу, она не могла активировать. Открыла открытую дверь, молодец. О, О, иди ко Лолошка, мне. ты нашел его! Мы так волновались, мы так волновались! Абди, как же я счастлива, что ты в порядке. Да что бы со мной случилось-то? Эй, расскажите нам, что там произошло? О, госпожа, я расскажу вам все в подробностях. Вы даже не представляете, как я счастлив быть дома. Только позвольте мне сначала поблагодарить Лолошку за спасение. Но наедине. Ладно. Смотри, все офигели, такие, чего? Что? Наедине? Отблагодарить меня в спальне? Что такое? Лолошка, простите, пожалуйста, что не смог убить госпожу Дану. Простите. Простите, что я до сих пор называю ее госпожой. Мне очень сложно доказать вам свою верность, когда я до сих пор не избавился до конца от ее цепей. Прошу, просто пусть это останется между нами. Я выкрал у госпожи Даны розу, чтобы доказать вам, что я на вашей стороне. Я никогда вас не предам. Я никогда, клянусь. Спасибо, что спасли меня. Вот. Возьмите. Это ваше. Обалдеть, чел. Я как в самом начале сезона говорил, что ты охеренный персонаж, так ты все еще самый лучший персонаж. И все, начал что-то рассказывать, да? Так, получается, между нами то, что происходило там, но при этом я же как-то должен буду поведать о Черной Розе. Узнать о реликвии можно больше на столе исследователя. Офигеть, то есть она пока что без всего. То есть мне ее нужно изучить при помощи столика, который я взял. Благо я взял. Ну-ка, проверяем. Черная Роза Кнефмтити. Один из огней. Легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богиней смерти, этот цветок дарует своему владельцу власть над павшими. И у нас есть целых 3 способности, вау! Живая плоть, мертворождение. Звучит на самом деле... так себе. И костяной костер. Я, наверное, прямо сейчас не буду ничего из этого читать, потому что... ну, на это уйдет слишком много времени. Ну вот, и тогда она натравила на Лолошку крысу, своего верного слугу. Как отчаянно и храбро сражался Лолошка, вы бы видели. Ой, спасибо. Все так удивлены. О, ничего себе. Один с Дерек такой, ну да. Понятно. Короче говоря, да, про Черную Розу мы обязательно узнаем, мы все это почитаем. Но на этом я буду постепенно заканчивать. Это просто сногсшибательно. То есть Дана сбежала, но при всем при этом она уверена, то, что вытравив какой-то яд, видимо, у нее какая-то кнопка была в столу или что-то подобное, она нас убила. Но нас так просто не убить. Хе-хе-хе-хе. Я мироходец, на меня не действуют яды, практически. Что мы в итоге еще переживем на этом Молотовом море, опять же узнаем в следующих сериях, но я очень надеюсь, что вы уже поставили лайк этой серии. Ребят, правда, ваши подписки, ваши лайки, самый большой буст мотивации, напомню об этом уже... 1000-й раз как минимум, но это все еще правда, и скорее всего через день, через неделю, через месяц ничего не поменяется. Это все еще будет самый лучший буст к мотивации, а я и вся команда пытаемся эту мотивацию вкладывать в процесс разработки. Я думаю, вы и сами это замечаете. Спасибо за вас.
Вот. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Спасенная Абди и Черная Роза Кнеф Мтити. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.